Последние геополитические изменения в мире действительно способствуют углублению стратегического партнерства внешней разведки между Индией и Арменией. Армения становится ключевым партнером Индии в сфере безопасности на Кавказе на фоне изменений в глобальной и региональной геополитике. В этом контексте особое внимание уделяется разведывательному сотрудничеству между двумя странами. Взаимные угрозы безопасности со стороны Турции, Азербайджана и Пакистана требуют совместных усилий. Потенциал двусторонних отношений между Индией и Арменией зависит от сотрудничества в области обороны и безопасности, где разведывательная координация играет важную роль. Исторические традиции разведки в обеих странах подчеркивают актуальность этих отношений, особенно в свете ослабления российского влияния на Кавказе. С конца 2022 года Армения начала реформы в своей разведывательной системе, усиливая контроль и взаимодействие службы национальной безопасности и созданием новой службы внешней разведки. Эти изменения открывают возможности для более тесного сотрудничества с Индией, включая обмен разведывательной информацией и подписание меморандумов о взаимопонимании. Создание СВР демонстрирует стремление Армении адаптироваться к современным условиям и диверсифицировать стратегические партнерства, особенно в свете недостаточной защиты от России во время конфликта с Азербайджаном. Индия, как ключевой союзник, может предоставить ресурсы и поддержку для развития СВР Армении. Сотрудничество в области новых технологий является важной частью отношений между Индией и Арменией. Подписанный в сентябре 2023 года меморандум о взаимопонимании подчеркивает политическую волю обеих стран к более тесной координации в этой области. Армения стремится стать технологическим центром на Южном Кавказе, что согласуется с индийской стратегией развития. Обе страны имеют схожие цели, направленные на создание мощного внутреннего технологического сектора, что требует защиты от внешнего вмешательства и обеспечения эффективного функционирования для проекции силы. Факторы, рассмотренные в предыдущем разделе, открывают возможности для расширения разведывательного сотрудничества между Индией и Арменией. Однако это может быть реализовано только в контексте общих вызовов, стоящих перед обеими странами со стороны внешнего ландшафта безопасности. К ним относятся формирование стратегического альянса Турция-Пакистан и его последствия для Южной Азии и Кавказа, а также транснациональные угрозы безопасности, создаваемые организованными преступными сетями и потоками наркотиков, простирающимися от Золотого треугольника в соседстве с Индией до Европы через Южный Кавказ. Возникновение оси Турция-Пакистан совпало с ростом индийско-армянских отношений. Альянс Анкара-Исламабад, который в основном сложился за последнее десятилетие, сформирован антагонизмом Пакистана по отношению к Индии и Турции по отношению к Армении. Враждебность Турции к Армении многогранна и наиболее очевидно проявляется в военной, экономической и дипломатической поддержке Азербайджана в Карабахской войне. Поддержка Анкарой претензий Пакистана на Кашмир и публичные заявления турецкого президента Таyyипа Эрдогана о внутренней политике Индии ухудшили отношения с Нью-Дели. Аналогичным образом, наряду с давней враждебностью к Индии, Пакистан отказывается признавать Армению на дипломатическом уровне. Эти враждебные отношения обострились, требуя более тесного индийско-армянского разведывательного сотрудничества на этом фронте. Попытки Пакистана интегрироваться в расширяющееся влияние Турции на Кавказе привели к более прямым провокациям по отношению Армении руками Азербайджана. Несмотря на отрицание этих обвинений со стороны Исламабада, как премьер-министр Пашинян, так и высокопоставленные чиновники СНБ отмечали, что пакистанские спецслужбы помогали азербайджанской армии во время войны в Нагорном Карабахе в 2020 году. Турция и Пакистан также разрабатывают программу истребителей «Каан» совместно с Азербайджаном. Турция также заняла более конфронтационную позицию по отношению к Индии, участвуя в скрытых вмешательствах во внутренние дела страны. Хотя это не подтверждено, но поступали сообщения о том, что подрядчики из турецкой частной военной компании «Садат» были направлены в Джамму и Кашмир для поддержки повстанческого движения, спонсируемого Пакистаном. Индийские разведывательные агентства также зафиксировали увеличение финансовой поддержки из Турции для экстремистских организаций и прикрывающих их структур в Индии с использованием Непала как посредника.
Такие события подчеркивают необходимость более тесного взаимодействия разведок Индии и Армении по оси Турция-Пакистан и ее влиянию на развитие индийско-армянских отношений. Ключевым элементом этого сотрудничества могут стать перемещение и действия иностранных боевиков из Пакистана, отправляющихся на Кавказ для борьбы с армянскими силами. Индия обладает широкими разведывательными сетями и возможностями в Пакистане и афгано-пакистанском регионе, которые служат убежищем для различных террористических группировок. Ее внешняя разведка Research and Analysis Wing хорошо позиционирована для предоставления разведданных армянским партнерам о пакистанских наемниках, ведущих операции в Нагорном Карабахе. Ереван должен отвечать взаимностью через регулярный обмен разведданными о действиях этих боевиков и по возможности проводить совместные допросы и обмен информацией. Для Индии наиболее ценная разведка включала бы стратегические планы Турции в регионе, действия пакистанских наемников в Нагорном Карабахе и их международные связи. Другой сферой разведывательного сотрудничества являются вопросы региональной связности, которые играют большую роль в двусторонних отношениях в области безопасности. Индия все больше стремится уменьшить свою экономическую и транзитную зависимость от Турции и ее союзников, таких как Азербайджан в Западной Азии и на Кавказе, позиционируя Армению как альтернативный транзитный узел в проектах, таких как международный транспортный коридор Север-Юг, который связывает Индию с европейскими рынками. Эти соглашения принесли экономические выгоды как Индии, так и Армении. При этом Индия использует свои инвестиции в порт Чабахар в Иране для содействия армянской торговле через морские пути. Это также подрывает способность Турции использовать свое доминирующее положение и геостратегическое влияние в качестве транзитного узла в регионе. На этом фоне жизненно важно, чтобы индийские и армянские разведывательные чиновники регулярно координировали свои действия в отношении стратегических вызовов, связанных с их региональной связностью в результате оси Турция-Пакистан. Эти вызовы могут варьироваться от кинетических и киберугроз до более простых контрразведывательных задач, связанных с подкупом частных или государственных подрядчиков, работающих над вопросами цепочки поставок. Постоянные и формализованные процедуры взаимодействия между индийским РО и СНБ Армении будут играть ключевую роль в противодействии этим вызовам. Сочетание геополитических факторов привело к тому, что Нью-Дели и Ереван в последние годы стали более тесными стратегическими партнерами. Эти отношения могут быть углублены за счет изучения перспектив разведывательного сотрудничества. В этом кратком обзоре рассмотрены как внутренние возможности Армении, способствующие такому взаимодействию, так и внешние факторы, создающие вызовы и требующие разведывательного сотрудничества. Изменение региональной геополитики привело к тому, что армянское правительство провело реорганизацию своей разведывательной системы, создав новую службу внешней разведки и реструктурировав СНБ для более эффективного противодействия новым контрразведывательным и внутренним угрозам безопасности. Эти изменения открывают возможности для индийско-армянского разведывательного сотрудничества в таких областях, как организационная структура и межведомственная координация. Кроме того, стремление Армении занять позицию технологического центра в регионе и за его пределами создает условия для разведывательного сотрудничества между Индией и Арменией в области, где их геополитические интересы явно совпадают. Нексус Турции и Пакистана на Кавказе также стал катализатором разведывательного сотрудничества между Индией и Арменией, а транснациональная наркоторговля является общей проблемой. Индия может поддержать своих армянских партнеров, помогая укрепить их разведывательные возможности через взаимодействие с основной индийской правоохранительной службой по борьбе с наркотиками, а также через обширные разведывательные сети Нью-Дели в регионах Золотого полумесяца и Золотого треугольника. Индия и Армения еще не полностью исследовали неиспользованный потенциал своих отношений. Обе страны обладают возможностями изменить региональный порядок и заявить о своих новых национальных идентичностях в условиях беспрецедентной геополитической нестабильности. Разведывательное взаимодействие между Индией и Арменией может сыграть важную роль в укреплении этих зарождающихся отношений и усилении двустороннего партнерства в области безопасности. В конце добавлю лишь то, что все эти соглашения между Индией и Арменией вряд ли состоялись бы без участия США. Пишите ваше мнение в комментариях,
и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные новости мира и нашего региона.